Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня в мобильных хрониках хаоса я покажу вам нового героя Юлиуса на максимальной прокачке. Все изображения из данного видео по традиции будут в моем телеграм-канале, подписывайтесь на него и мы начинаем. Долгожданный танк пути прогресса наконец-то в нашей игре, однако его вряд ли назовешь традиционным танком в классическом понимании. Хоть у Юлиуса все та же основная характеристика сила и располагается он перед Астаротом, на максимальной прокачке он имеет чуть больше 455 тысяч здоровья и 8200 с лишним брони, что в нынешних реалиях для танка на первый взгляд выглядит мизерно. У него так мало брони из-за того, что его предметы и второй артефакт направлены на физическую атаку и криты, в то время как у остальных танков книга на защиту от магии и ту самую броню. То же самое касается и первого артефакта. Первый артефакт Юлиуса раздает всей команде эффект на увеличение шанса крита, в то время как у остальных танков этот эффект на броню. Поэтому, если говорить о том, что ему не докачивать, то тут ситуация следующая. Однозначно, можно сказать, что первого артефакта на 5 или даже 4 звезды вполне хватит, а вот второй артефакт с физической атакой, и соответственно он напрямую влияет на показатели наших щитов. Так что как бы нам ни хотелось, его потребуется выкачать в абсолют, как и третий артефакт, а то у нас хп и так мало. По предметам также потребуется оранжевый плюс 4 из-за той же физической атаки и хп, а вот в символах можно не трогать шанс крита, так как сам Юлиус с руки фактически не наносит так много урона, как те же ловкачи. Кстати, логично было бы объяснить наличие эффекта на криты у кота именно тем, что во фракции прогресса немало истинных критовиков, а добавляя того же Джета, критовиками становятся уже чуть ли не половина героев из всего пути. Соответственно, в атакующих критовых пачках Юлиус для своих инженеров тем самым лишь дополняет концепцию агрессивного состава. Но в то же время кота нельзя назвать бесполезным в защите, сейчас будем разбираться почему. Начнем с его способностей, их описание вы можете видеть на экране, остановимся на них поподробнее, потому что все они гармонично закрывают те ранее озвученные недостатки Юлиуса. Первое умение накладывает перед союзниками щит, поглощающий весь входящий урон, а после его уничтожения союзники исцеляются, а инженеры лечатся вдвойне. Барьер общий и его запас прочности тратится при получении урона любым союзникам. На максимальной прокачке прочность щита составляет чуть более 162 тысяч, а исцеление после него 33 тысячи. Соответственно, героям из пути прогресса, в том числе и Юлиуса, будет оказано лечение в размере 66 тысяч. Оригинальность данной ульты состоит в ее формуле, а именно то, что прочность щита складывается из целых 500% физической атаки Юлиуса, как и лечение из 75%. Это говорит о том, что если перед применением его первой способности кто-то раздаст эффект на физическую атаку, прочность щита, как и объем исцеления, неприлично увеличится в своих показателях. Напомню, что уже в самом пути прогресса такой эффект с артефакта имеет 4 героя, они у вас на экране. Например, с любым активным эффектом от первого артефакта на физическую атаку, прочность щита составит уже 269 550, а исцеление 49 132. Для инженеров же лечение составит 98 265. С бафом Айзека прочность щита составит 246 780, а лечение 45 717, инженерам же 91 434. А когда комбинируется сначала баф с первого артефакта и следом баф Айзека, то в совокупности получается 380 260 прочности и 65 739 хила обычным героям, а инженерам вовсе 131 478. Страшно представить, что будет, если Юлиусу введут облик или супероблик на физическую атаку. И ведь это еще расчеты без учета дополнительного физического урона со второго умения, с помощью которого кошак накладывает на себя щит, также поглощающий любой урон. И если этот щит не будет уничтожен в течение 5 секунд, то его остаток копируется на каждого союзника. Данная способность имеет пассивную сторону, которая как раз таки и позволяет Юлиусу увеличивать свою физическую атаку на 2508 единиц до конца боя, каждый раз, когда он получает любой щит. Его прочность составляет 68 706 единиц, и данное значение также разгоняется, так как в формуле участвует 200% физической атаки Юлиуса. Важно отметить, что данный щит становится сложнее прокусывать, когда в команде с Юлиусом присутствуют и другие герои, имеющие свои собственные способности с щитами. Например, это такие герои, как Судья и Айзек. Ранее об этом никто не говорил, но существует так называемый приоритет траты щитов, который показывает, что если на героя одновременно находится несколько щитов, приоритетно сначала тратится один из
них, потом второй, третий и так далее. Так вот, запрограммированный приоритет траты щитов каждого героя у вас на экране. В связи с ним мы видим, что сначала тратится щит Айзека, потом щит судьи и только потом щит Юлиуса. Высчитывал я это самостоятельно, поэтому думаю, что ваша 1000 лайков сравнится по затратам совокупного времени, которое я уделил этому занятию. Что дает эта информация? Учитывая этот фактор, мы понимаем, что расставленный разработчиками приоритет ощутимо усложняет сопернику задачу прокусить щит именно со способности котировальный аппарат, если с Юлиусом в команде есть те же судья и Айзек. А ведь это еще без учета других героев с щитами из других фракций. И стоит не забывать о том, что этот щит действует всего 5 секунд, и если соперники не успеют его сбить, то остаток перенесется на каждого союзника, и так цикл за циклом. Кстати, еще важно отметить, что данный щит, как и, например, щит Фафнира, имеет накопительный эффект, а это означает, что запас его прочности гипотетически может бесконечно расти с течением боя. Но даже когда щит на Юлиусе или на его союзнике разрушается, этот герой получает бонус к броне и защите от магии на 1,5 секунды в размере 11806 единиц, а также с него снимаются все негативные эффекты. Это происходит благодаря его третьей способности. Значение бонуса в ней также бустится, так как состоит из 30% физической атаки кота, но на что действительно стоит обратить внимание, так это на снятие негативных эффектов. Снимается очень много неприятного. Метки Сатори, оленей, Теи, темной звезды, Моджи, ульта и высасывание энергии Фобоса, ульта Йоргена, ослабление со 2-го скилла и горение с 3-го скилла Айрис, дебафы Данте с 4-го умения, Безликого и Лилит с 3-го умения, Корнелиуса, Фобоса и Амиры со 2-го умения и так далее. Эта способность полностью переворачивает представление об Юлиусе как о танке, так как он фактически вычеркивает всех ранее названных персонажей, делая их гораздо слабее в борьбе с составами с ним. Это происходит из-за того, что если в пачке с Юлиусом есть как минимум судья и Айзек, то в процессе сражения каждую секунду на ком-то, да и ломается щит, а вследствие и сбрасываются негативные эффекты. Таким образом, бороться этим трио против пачек с Сатори, с Айрис, с Фобосом, с оленями и так далее получается очень легко. Метки Сатори часто сбрасываются, и при ульте он не выпускает ни одного лиса. Айрис никого не жгет своим пламенем. Фобос лишь на секунду может схватить героя соперника с помощью 3-й способности и с ульты, а уже через секунду этот эффект будет сброшен. А олени без меток воды наносят ощутимо меньше урона, даже если идеально скомбинируют свои способности. Кстати, сами олени с Юлиусом успешно борются против Фобоса. Даже дебаф Амиры для критовиков и ее золото снимаются, поэтому с помощью критующей пачки с Юлиусом можно брать даже самые защищенные составы с Гелиосом и Зири. Казалось бы, это идеальная способность, только если темп пачки соперника окажется быстрее и она будет успевать сбивать все щиты перед тем, как накладывать негативные эффекты, то они подействуют в полной мере. Имейте это в виду. Как раз 4-я способность Юлиуса, пассивно увеличивающая скорость атаки и применение умений всех союзников, на которых действует щит, выступает здесь в виде ответа всем темповым пачкам соперника, пытаясь одновременно как можно лучше защититься и как можно быстрее атаковать. Это очень хорошее дополнение, так как даже 10% ускорения, а инженерам все 20 уже с самого начала боя вносит ощутимое влияние, особенно против таких составов, которые лишены возможности увеличивать с течением боя свой урон. Но все же против некоторых хаотиков и природы с Мушей и Шрумом сражаться инженерам тяжело. С пачками дела у них обстоят уже не так однозначно. Некоторые составы Юлиус вместе с судьей, Айзеком, Небулой и Амирой успешно отбивают как в атаке, так и в защите. Происходит это за счет сильного укрытия Амиры несколькими щитами, плюс ко всему полезнейший шар Небулы влияет на параметры ее золота, ауры и 4-го умения исключительно положительно. Этот факт позволяет выстраивать еще более неоднозначную защиту на Гранд-арене и МВГ, держа свободными связку
связку Йоргена и Безликого, а также Фафнапак при наличии. Конечно, против очень агрессивных атакующих составов Кот не выдерживает, и ставить его на вторую позицию, закрывая более крепким танком, нецелесообразно, так как в таком случае мы скорее всего будем жертвовать уроном и дадим разогнаться атакующей пачке. Но кстати, в самом Фафнапаке использование Юлиуса вторым танком на второй позиции себя оправдывает, так как лишний шанс крита, да и тем более ускорение в 10 или 20% не помешает. Только имейте в виду, что щит Фафнира технически начинает быть щитом после его активации, а именно в тот момент, когда здоровье героя, на которого он был наложен, падает ниже 25%. И еще Юлиус очень гармоничен с Себастьяном из-за его барьера, а там где Себастьян, там и те же самые истинные критовики. Как говорилось ранее, составом с кошаком бывают не страшны даже сложные защитные пачки с Амирой и Гелиосом, поэтому туда с легкостью можно добавить Джета и тем самым раскрыть в полной красе, например, ту же Джинджер с Айзеком. Кстати, такая вариация с Орионом также имеет место быть против тех же физиков и некоторых магов, даже несмотря на то, что мы теряем шар Небулы, судья надежно прикрывает его своим щитом. В целом, введение Юлиуса спровоцирует появление пачек с эльфами, в частности с Муши, а также более актуальными станут хаотики из-за своего огромного растущего в течение боя урона. Тенденция улучшения инженеров точно сохранится, так как ребалансы той же Астрид очень давно все ждут. А если говорить о пути прогресса сейчас, как о полноценной фракции, то с уверенностью можно утверждать, что при введении Юлиуса она преобразилась и твердо закрепится в мете, как надежное средство против борьбы с той же нежитью, мистиками или же с оленями. Так что если вы испытываете большие проблемы с фобосами, Айрис и Сатори, то щиты Юлиуса, сбрасывающие негативные эффекты, вам точно пригодятся. Только тогда очень желательной будет прокачка как минимум Айзека, Судьи и Небулы, чтобы кошак начал раскрывать свой потенциал в этом направлении. Надеюсь, полученная информация сможет вам пригодиться. В любом случае, я не откажусь от вашей подписки и лайка. Вам не сложно, а мне приятно. Всем спасибо за просмотр. Скоро еще увидимся.